Друзья мои, всем огромный приветик. Давно мы с вами не гуляли по полочкам с орхидеями, не рассматривали цветущие. Узнали, это красавчик, я его называю ласточка, это Сого Рандини, который очень, девчонки, долго держит цветочки. Это его первое цветение, он уже выцвел, был такой насыщенно бордовый, ну красный такой, бордовый. И сейчас вот такой уже. Слушайте, вот вчера у меня был полив этого стеллажа. Каждый день по чуть-чуть поливаю. Поливаю сейчас Актарой. Пошла, прикупила еще, потому что не хватает на мое количество растений. И смотрю, что все меньше и меньше цветущих. И знаете, и вроде уже и насладились, но когда видишь, что они так начинают массово отцветать, прям так грустно. Вот знаете, Вивьен меня, мой красавчик, малыш, услышал, и вот эти два цветочка он мне держит. Держит. Такая вот моя маленькая красивая бабочка. Я прям, как вчера глянула и смотрю, и вот здесь был цветочек, недавно еще было их два, остался один. Ну, в общем, все. Единственное, что панда, наверное, будет долго радовать. И это да, она всегда подолгу цветет, хотя уже такой цвет у нее листика не очень. Так, здесь у меня мои красавицы шиллерианы, стюартианы. Слушайте, хоть и полила вчера с Актарой, но вижу, мошкара летает. Но это надо 3-4 дня, чтобы Актара на них подействовала. Ну, это мушки вот эти. Они тоже, грунт пропитала я хорошенько, так что я думаю, что, возможно, на них тоже подействует этот препарат. Так, новенькая моя шиллерианка в мхе с серебряными листиками. В общем, красота. Смотрите, мой биглипчик зебра все еще цветет. Вот такой славный букетик, девочки. Посмотрите, какая прелесть. Ну, замечательный. Манюньки такие, маленькие цветочки. Ну, такой аккуратный букетик и очень интересный. И вот они вместе с этой красотой, с крембери, с формозой крембери, долго вот цветут. Я заметила, что по формозе она долго держит. И это тоже вижу, что долго держит. И они тут на соседних полочках стоят, такие симпатичные. Гиганты все уже поотцветали, а эти держат свое цветение здоровски. Лимоша вам шлет привет. Она не может, чтобы не почирикать во время прямого эфира. Так, кто у меня здесь? Внизу у меня здесь все отцвели. Но я жду цветения нефинитии. Так, здесь у меня тоже, у меня получается на нижних полках стоят нецветущие. Здесь вот осталась только формоза. Отцвела моя OX Madonna. В общем, все поотцветали. Держит один листик Zenk Mink Cobra. Но он уже все. Он остался один, и он уже выцвел. В общем, скоро он тоже отвалится, и будут они все уже наращивать листочки. Вот уже процесс наращивания листочков пошел. Надо будет их угостить вкусняшкой. Так, кто здесь повыше? Ну, здесь повыше. Лимоша, ну не кричи. Цыть. Здесь повыше у меня хатуюки розовая. Ну вот она, смотрите, доращивает цветонос. Вот она в процессе. Она пришла с цветоносом, но вот именно формирует бутоны у меня. И вот она здесь первые цветочки уже сбрасывает, а кончик, краешек цветоноса доращивает. Ну, прикольная такая. Я ее еще не пересаживала. Она штука недавно приехала. Такая красота. Окошечко между прохладными днями было, и она приехала по плохой погоде. Ну, какой корень у нее растет. Она молодец. И, кстати, хатуюки, вон, видите, вон какая стрела. Ой, уже в лампе. Вторая хатуюки тоже собралась цвести. Сейчас, девочки, я ее... Сейчас мы до нее тоже доберемся. Ай-яй-яй. Надо будет там поправить, чтобы в лампу не был устремлен цветонос. Так, мой биглип радуга. Уже совсем не радуга, девочки. Смотрите, какой стал.
Уже вообще такой, был такой сочный, красивый. Ну ладно, что уже делать. Ой, время не щадит. Так, моя, как, Розетта, да? Розетта. Слушайте, ну она вот такая интересная, держит так долго свои 3 цветочка. Это ее первое цветение. Димоша, сейчас отправишься куда-нибудь в другую локацию. Но она тоже уже, видите, вот такая вот стала. Прям видно, что все. Но все равно еще держит цветочки. И вот этот, смотрите, до сих пор. Дракарис. Тоже до сих пор этот дракарис вот держит цветы. Вот они вдвоем тут, знаете, какие-то а-ля винтажные. Вот эти 3 винтажные. Ну, к ним еще можно, у них такой вот у всех, знаете, винтажный вид. Можно отнести еще этого красавца хрустальный водопад. Он тоже уже приобрел винтажный вид. Вот такой. Вы знаете, вот в принципе, хорошо, что фаленопсисы долго цветут, но я не сильно люблю, когда они уже такие цветочки у них обезвоженные, уже вот такие вот, не совсем свежие, как знаете, не свежие букеты. Но я не срезаю, я жду, когда они упадут, как, например, вот здесь, вот, вот так вот. И кто здесь решил упасть? Так, дернем. Я всегда, знаете, как я не дергаю, вот здесь еще вот он вроде уже отсушивает, но вот его дергаешь, он не снимается. Виктория, или как она? OX Purple что-то тра-та-та. Там сложное у гибрида название. Но вот один цветочек, один из поздних еще держится. Ну, вот такое вот происходит. Видите, что творится с попугаем? Он тоже не сдается. Но тоже уже такой светлый. Так, кто здесь у меня еще? Так, а мы с вами посмотрели красавца хрустального водопада. Это я с Лимошей заигрываю, чтобы она не зверенчала. И слушайте, у меня вот эта девочки бабочка, я вам показывала. Какая-то вот она от Sony неизвестная пришла. И вот она такая интересная, восковая. Название я так и не нашла. Такая интересная бабочка. Вот ее первое цветение. Вот такое, девчонки, смотрите. Что это за бабочка, не знаю. Интересная. Плотная и держится. Но она, по-моему... Не, она не пахнет. Не, она не пахнет, но она вот такая, смотрите. Чей это вообще клон? Клон, не клон. Чей это пилор, я не знаю, какого сорта. Без понятия. Такая вот интересная. Я, честно говоря, так на нее посмотрела. Сказать, что я в нее влюбилась, нет. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет. Мне просто интересно увидеть, когда их будет больше. И, по-моему, она собралась доращивать, что ли, еще бутончик. Ну, ладно. Так, здесь мне под нос ароматит моя красавица-сказка. Joy Fairy Tale. Вы знаете, она цвела. Отсушила цветонос. Я его срезала. И она здесь на старом, по-моему, цветоносе. Или это новый уже, в общем, дала один бутон под конец цветения. И вот тут она у меня вкусненько пахнет. Очень вкусно она пахнет. Знаете, я рада, что она опомнилась и начала уже нормально растить листья. Вот такие вот желтые были. И был такой кустик не очень. Но сейчас помельче листья идут, но они зелененькие, хорошенькие. Ну, цветет, все нормально, корни растит. И вот еще один цветонос наращивает, на следующий год готовится. Видите, у нее такой паникающий цветочек вот так вниз. Так что вот, ну как бы вот хочется, чтобы рассмотреть, надо поднять. Так, вот такая вот история на моих полочках. Ну давайте здесь пойдем, возле Лимоши. Лимоша, что за скандал? Что за скандал? Перья свои поподбирай. Слушайте, вот этот вот, конечно, красавчик. Он не сильно ароматный. Не, но он пахнет. Он пахнет какими-то... Ой, я не знаю, девочки. Каким-то сладеньким фруктом. Таким интересным. Это же вот этот мой
Мету Драгон, да? Мету Reflex Dragon. В 23 году в декабре приехал. Это первое цветение. Они такие, как боровички стоят, эти два брата, акробата. Такие интересные. Уже так он подцвел, но еще пахнет прикольный. Мне очень они нравятся. С таким, знаете, зеленцом, коричневатостью. Вот воистину такой, знаете, все-таки коллекционный сорт. Интересный. Вроде такие, знаете, звездочки, вот эти вот колючечки на верхних сепалях. Прикольно так. Шипы, не колючечки, шипы. Видите, на сепалях на нижних такие вот колючки, я их называю, шипы, и на верхних. Не, ну он классный. Так, кстати, две моих пересажены, мы с вами пересаживали на днях. Вот, шиллериана. Я прям под кран и водичкой пролила их, они сухие были. Там надо мне еще в мхе полить, но он там нормальный. Это 4, которые мы с вами пересаживали. Кто не видел, посмотрите предыдущее видео. И вот стюартиана. Ну что, тут прошли сутки, пока еще тишина. Цветы не отпали у стюартианы сога. Стюартиана сога. Собственной персоны. Слушайте, маленький такой цветочек. Ну, интересная такая. Так, кто тут у меня еще цветет? Смотрите, цветет мой еще красавчик Black Piano. Красавчик. Смотрите, по сравнению со стюартианой, ну, тут даже нечего сравнивать. Смотрите, размер. Словно моська. Так смешно. Так. Значит, цветет вот этот мой Big Lip. Валли. У меня такой розовый. Тот, который терракотовый, он у меня стоит цветонос в бутылке, вы знаете, там 2 детки растут. И смотрите, вот он наконец-то открыл последний свой бутон в этом сезоне. И на самом деле, вот гляньте, какой он на самом деле, в принципе, ароматный, такой вот с переливами, с золотом. Фаленопсис, видите? А когда выцветает со временем, становится вот такой некрасивый. Ну, а вот когда открывается, прям такой сочный, прям персик, я не знаю, прям хочется его съесть. Девочки, смотрите, какой клевый, да? Плотный, а потом становится как папирус. Ну, старение цветка. Так, здесь у меня еще все же не сдается. Уже пол цветоноса скинула, вот так вот. А пол цветоноса держит. Сюда развернула Адорион цветочки. Но они пахнут. Они, я вам скажу, пахнут Адорион до последнего. Вот Адорион, мне кажется, одна из парфюмерок самая стойкая. Вот она у меня, получается, уже Дасти Бель давным-давно отцвела. Уже вот эта Сеншен, бабочка, давно отцвела. Одна из первых. А она держит цветочки и пахнет. Так, вот здесь немножечко специфично ароматит вот это вот Baby Gold, по-моему, так она называется, тоже уже выцвела, но она тоже долго держит цветочки. Классная. О, девочки, не знаю. Вот у меня постоянно при взгляде на этого Black Piano возникает, уже все, видите, стареет, возникает такой вот как бы мысль его как бы кому-то предложить. Потом думаю, ну вот классическое цветение, да, стандартное, и вот цветение вот такое. Вот и хочется, а оно не то, что отличается, оно совсем даже и близко рядом не стоит. И я как бы смотрю, и мне вот, знаете, что меня останавливает? Интерес наблюдения, как ведет себя Black Piano в разных формах цветения. То есть здесь вот 3 листика держит, полон горшок корней. И это тоже уже 2 осталось, 2 листика держит. Один вот скинул, пока цвел. Ну вот мало листьев держит. И вот меня это останавливает. И останавливает то, что у него вот, видите, какой огромный цветок. Лимоша, хватит кричать. Так, здесь у меня тоже доцветает уже моя
Чиолин Рейнбоу, 2 цветочка тоже осталось. Вот те, которые цветочки сюда были подальше от лампы развернуты, что Дорион, что это, посбрасывали. А то, что к свету, дольше держит. Это интересно, очень интересно. Так, ну и тут 2 еще красотки. Такой вот у меня яркий кустик. Девочки, сейчас закрыла шторы, у нас солнце светит сильно, южная сторона. Здесь моя красота пахнет. Ой, пахнет моя красота Shiny Girl. Такая девочка, такая красивая. А с черепом они тут рядом так, знаете, смотрятся на контрасте. Смотрите, какая красота. И обе держат долго цветы. Им тут подсветки нет. Они, конечно, формировали цветоносики, когда туда были повернутые, бутончики формировали. А сейчас они, конечно, без света. Может, они будут доращивать. Ну и ладно. Главное полюбоваться тем, что есть. Вот такой у меня здесь букет. В общем, девочки, остатки цветения, но еще любуемся. Любуемся. Я вам не показала свою Аннушку. Тайсука Анна. Короче, я ее... Сейчас вам расскажу. Первое цветение было ужасное. Я ее топсинила. Ну, вроде этот лист после топсина неплохо. После того, как я его проэтосамывала, потом проливала топсином. Ну, нижние она будет убирать. И она вот этот цветонос, на котором были кракозябры, она все-таки его разбудила после того, как я обрезала почку, разбудила и дала нормальное цветение. И слушайте, прикол. Заказали мы там наборы по 3 фаленопсиса в размере 1,7 в бутике Орхидеи. И тут смотрю, Наташа сегодня пишет, ну вот сегодня вот она написала на момент съемки видео. Я случайно зашла в Facebook, Наташа пишет, что что-то там каких-то сортов нету, и получилось в этих там по 3 пилоричных орхидеи, получилось, что там повыпадали некоторые сорта, которых садовник... Не получилось у садовника нам их прислать. И он нам их не может предложить. И она вот эти недостающие сорта как бы заменила на Тайсуку Анну. И там получается Сога Даймонд, по-моему, у меня в наборе, Тайсука Анна и еще там какая-то пилоричная орхидея. Я сначала думала отказаться, а потом думаю, там можно выбрать вариант отказаться. Видите, уже надо будет скоро пересаживать. И я думаю, ну, как бы в этом наборе будет Тайсука Анна еще одна. А я думаю, зачем мне еще одна Тайсука Анна, неизвестно, как она процветет. Может, она будет стандартная. Потом думаю, ладно, испытаем судьбу еще раз. У меня первая попытка с Тайсука Анна мимо. Стандарт. Ну, кстати, стандарт, мне кажется, там даже вот эта вот губа крупнее и вообще такая интересная. Вторая попытка нормально. Видите, повезло, только вот здоровье мне ее не нравится. Ну, понятно, что это от времени листик, она питание забирает, потому что она цветет. А здесь что-то было непонятное, но мы смазали. В общем, я ее еще раз протопсиню. Надеюсь, что с ней все будет хорошо. Но тоже так долго держит цветочек. А ну давай к девчонкам. Ой, ой, ой. Невероятная красота. Еще бы света сюда, да? Ну, в смысле, прожектор направить. Ой, ну просто великолепно. Почему я в такой тебя влюбленный? Ой-ой-ой, все спокойно. Вот размер. Ну, она просто, может, еще не крупная из-за того, что 2,5. Но вот Black Piano тоже 2,5. Вот размер разный у квиточек. Видите? Не знаю, девочки. Вот сказать, что какая-то лучше, какая-то хуже нельзя. Каждая по-своему хороша. Правильно? Правильно. Вот. Ну, это тоже подцветает. А мне он, кстати, тоже очень классно. Ну, нравится. Вот уж он такой прямо, не знаю, такой розово-терракотовый. Так, кого я здесь вам еще не показала цветущих? Кинотеатр. Это возьмешь с полки и начинается. И начинается. Не толкаемся. Так, ну сапфир у меня здесь продолжает цвести. Видите, я в каком-то видео про него показывала. И мне девочки написали, говорят, ну, Аня, там не 70 сантиметров. Девочки, ну здесь раз,
2, 3 моих ладони. Ну, у меня ладонь небольшая, подростковая. Наверное, 70 уже есть, и он дальше ползет, цветонос. Видите, я его положила, он дальше ползет, ползет, ползет и наращивает, наращивает, наращивает. Представляете? Так, это моя алюровская вспыльчивость здесь тоже цветет. Вспыльчивость, вот она тут на 2 цветоноса. Мелкашка моя. Так, отцвела моя покучка. Ой, ну вроде ничего, я жду листочек. Жду листочек, жду побольше корешков. Такая вкусная, такая ароматная Модеста, девочки. Рекомендую всем, только рекомендую всем хороший кустик купить Модесты. Мелкий цветочек, но пахнет вот это акацией, земляникой, там не поймешь, ну такая вкуснота. Так, алюра каюлани моя доцветает. Ну, в принципе, все вам здесь показала. На сапфир, конечно. Молодец. Ползет, как лиана куда-то дальше, дальше этот цветонос. Видите, что творится? Вот, смотрите, я его беру. Вот он туда ползет и цветет, цветет, цветет. А знаете, если бы он еще пах, вообще было здоровски. Так, ну здесь у меня наверху цветут мои красавцы биглипы. Ой, сейчас, девочки, залезем, потому что мне кажется, что там надо немножечко навести порядок. По-моему, поскидывал вот эти мой венецианский карнавал. Еще не отдает, только один сушил. Остатки сладкие. Венеция тоже отцветает. Так, Baby Face цветет вовсю. И вот это вот Биглип Сакура. Классный. Ой, какой классный. Сейчас, кстати, у Оли в заказах вот эта Сакура. От кого она? От Мики. Мики Сакура КЛФ, да? Или как она? КЛФ? В общем, я заказала. Не знаю, будет, не будет. Но пока что брони не приняты. Я заказала Сакуру. Такую вот, которую все хотят. Которая... Там девочки пишут, жалуются на эту Сакуру КЛФ от Мики. Ну, это вообще беспроблемная. Биглип Сакура вообще нормально растет. Почему Так, тут все еще поливать пока не надо, но здесь будет поливать попозже с Актарой. Почему это самое жалуются? Короче, Сакура, которая вот это вот от Мики, это гибрид ванды и фаленопсиса. И поэтому там не так все просто. Это то же самое, что Эрен Добкин по уходу. Понимаете? Я просто, конечно, не знаю разницы. У меня есть Эрен Добкин и есть обычные фаленопсисы. У меня как бы Эрен Добкин нормально растет. Тьфу-тьфу, где она? Вон она. Вон она. Она уже отцвела. Видите, у нее такой лист. Я так поняла, что у того тоже наподобие лист. Ну, Эрен Добкин не называется деретинопсис, а вот тот называется деретинопсис. И якобы деретинопсис это фаленопсис плюс ванда. Якобы. Ты моя красавица, ой, ты моя красавица. Так, а где вторая красавица? А вот же вторая красавица. Я немножко отодвинула. Вот у нее прямо стоячий цветонос. Надо будет ее, наверное, отсюда забрать, с кем-то поменять, поставить на окно. Да, бо ей уже некуда растить цветонос. А этот сапфир вот один желтит цветонос. Я жду, пока пожелтеет, чтобы его срезать. И, в общем-то, деретинопсис, получается, там что-то от ванды есть, и немножко надо, как ванды любят. Боже, что-то мы желтим лист. Это вот этот, помните, мы цветонос срезали, но все нормально с ним. Я его не шебушила, не потрошила. Цветонос, как у кота у меня, вот когда он долго держится, и что-то там, я не знаю, начинают, цветочки начинают вот так вот вять. В общем, я срезала цветонос. Ну, как бы нормально, хорошо, это Хэппи Минха. Ну вот он начал, видно, растить, да, вот, начал растить лист, видите, появились новые ткани, пошел рост листа, и ему надо было, видно, питание, и он забрал. Ну, это неправильно говорить. Просто пошел процесс роста и старения старых листов.
Забрал, не забрал, мы этого не знаем. Это может сказки, что там забрал. Мы ж с волос, у нас когда волосы выпадают в плане того, что тоже свой цикл отживают, мы же с них не забираем питание со своего волоса, да? Что мы? Волос вырос, мы что, забираем? Не забираем. Выпал себе, да и выпал. У нас не прибавилось, только на шевелюре убавилось. Так и на шевелюре у орхидеи убавляется. А не думаю, что в здоровье что-то там прибавляется. Мне так кажется, я не знаю. В общем, короче, девочки, сакуру, в общем, буду ждать. Прямо интересно поиграться. Что девчата говорят, не знаем, пропадают. Туда-сё, как-то, в общем, все. Не все так хорошо, как кажется. Так, пойдемте посмотрим, что на окошке. А на окошке все так же. Все те же. Все те же. Гляньте, какой цветонос у Монтрё, которые а-ля пилор. Сначала пилор, я вам показывала, потом не пилор, потом стандарт. Ну ничего, я ее так и покупала. Вот видите, вот стандарт. Пилор, пропуск сделала, потом полупилор, потом стандарт. А здесь на этом ответвлении 4 пилорчика. Ну, пойди знай. Надо сегодня поливать. Мне так, ну, жду, пока солнце уйдет. Полью с октары. О, видите? Вот так я вам покажу. Вот, а здесь 4 красивых тюльпанчика. А здесь уже нахомутала, короче. Все как обычно. Все как обычно нахомутала. Но вот эта веточка мне нравится. Она красивая, пилоричная. Так, кто у меня здесь еще? Ну, у меня здесь этот... Вечно я его забываю. А-ля Манхэттен. В общем, назовем его розовый дракон. Долго держит, растит цветочки. Девочки, тут сетка от окна. Притенения вроде как не горят. Тут у меня стоит с открытой корневой миниатум аскоцентрум. Мы тогда его вытащили с вами. Сейчас я его, кстати, возьму и залью водичкой. Там вода у него есть внизу, как бы он над водой. Но я его каждый день заливаю, пока корни не начал расти. Тоже весь он в цаточку на солнышке. И детки у него вроде развиваются, вроде все нормально. Но корней у них пока нет. Так, значит, вот этот мой красавчик-дракон. Вот это самая последняя, самая ленивая орхидея, которая Хазард. Дала мне 3 бутона, но вот держит. Не знаю, что-то она в этом году поленилась мне цвести. Морковка моя здесь на окне. Я все колдую с этими морковками. Какой-то маленький рост дала в эту сторону. Ну, мне понравилось, что корни появились. Смотрите, видите? Появились корни по самому низу горшка. Вот они. И я уже начала поливать, когда увидела, что здесь корни внизу. Надеюсь, что я их не сгною. Вот они друг навстречу другу идут. И вот здесь вижу корни. Ну, стараюсь с поливом не усердствовать. Она вот зимой не сбросила с этой морковки со старой листья. Видите? И, в общем, короче, морковки это так интересно. У меня там еще 2 тоже. Короче, так, ванды. Вот, наконец-то открывает свои бутоны мой сезам. Муж ходит, говорит, когда он уже откроет бутон? Он один из последних начал цвести. И вот он наконец-то надоращивал бутончиков и начал открывать. И вот он вчера, по-моему, вот... Ой, кто тут зацепился? Ай-яй-яй. Стоять. Так. Зацепился пилорчик за него. Он вчера открыл вот этот бутон. Такой он яркий, сезам, видите? По сравнению с теми цветами, которые уже давно. Такой яркий-яркий. Смотрю, девчонки хвастаются бабочками. Но у меня нету бабочки. Мне достаточно этого велетня. То у кого вообще нет сезама, ну вот вообще нет. Купите бабочку уже, разоритесь. Ну, имейте в виду размер счастья. Понимаете? То есть вот если его так вальяжно поставить, чтобы все убрать, вот его на пол окна. Вот таких 3 можно на окно поставить только. 3 такие большие орхидеи. Вроде говорят, что Black Piano тоже такой, да? Ну да, судя по моему, да. И вот у меня вот здесь, ну этот лист не будем нижний считать. 1, 2, 3, там 2. Тут отсушил.
3 пары листьев. Ну, гляньте на эти листья. Это ж велетень. Ну, что цветок, что розетка. Ну, классный. Вот он дал цветонос. А, нет, это он дорастил. Я думала, что он поленился. Вот это новый цветонос в этом сезоне. На нем хорошо цветочков. Очень долго он у меня формирует цветонос и формирует бутоны. И потом, но он дольше всех цветет. Уже все отцветут, а он еще будет стоять. Ну, вот выцветает, конечно, со временем. Так, здесь у меня еще 2 бутончика. Это вот сколько она отцвела, еще 2 осталось. Кто здесь еще остался? Еще остался большой взрыв. 2 последних дорощенных бутона. Биг Бэнг. Красавчик. О, все. Начинает отцветать моя беляночка, тоже долго цвела. Начинает отцветать. Ну и хорошо. Срежу, будет больше места. А то когда много цветоносов, все торчит, ничего не понятно. Тоже практически сбросил Роттердам свои цветочки. Все уже отцветает Роттердамчик. Но это ж цветет на 2 цветоноса его детка. Вот этого мне надо пересаживать. Велетня тоже, биглипа. Аладдин Кис тоже уже начал отцветать. Видите, такое все уже не веселое, жарко. Здесь повыше цветет Майя. Она, ой, девочки, наверное, вы не увидите. Я с этой стороны покажу. На фоне телевизора, на фоне экрана. Она вообще белесая стала. Стандарт, не бабочка. У кого есть Майя, напишите, у кого Майя есть. Вот у меня Майя есть стандартная. Что-то я сейчас не обращаю внимания, есть они в продаже, нет. Здесь она, конечно, дорастила. Вы так видите от окна? Вот новые цветочки, они симпатичные вот такие. А старые вот такие уже белесые. Вот надо мне сегодня эту стойку с Актарой пролить. Так, доцветает, там 2 цветочка осталось уже у моей Леодоро. И розовая моя а-ля фламинго. Ну, это, я вам говорю, форма Биг Бенга. Тоже там доцветает. И надо пересадить. Вот доцветет, срежу цветоносы, и надо верхнюю пересадить. Короче, столько дел. Ну, вот так выглядит моя клумба на сегодня. А, еще ж монтрё надо поставить. Тут всякие мини-марки, которые вот в гидропонике вроде как очухались. Не знаю, надеюсь, что все у него будет хорошо. Что там растет, это мы тут выздоравливаем. Ну, что-то вот он такой странный, вот он будет погибать, будет никакущий, а будет все равно носики цветоносов показывать. Ну, посмотрим, как он придет в себя. Вот сколько у меня лет, столько я с ним и не могу договориться. Что-то ему не хватает. Так, это мы сейчас будем поливать. В общем, все. Ставлю монтрё на место. Монтрё. Монтрё не обжигается, потому что сетка уже проверена и прошлым годом, и позапрошлым. Казалось бы, просто москитная сетка и не дает обжечь цветочки. Ну, монтрё, конечно, девочки. Монтрё благодарная. Долго цветет. Упругий такой цветок. Плотный, яркий. Держит очень долго цветы. Классные. В общем, на этой оптимистической ноте позвольте вам пожелать всего самого-самого наилучшего. Здесь, мне кажется, от температуры, я уже палочку поставила, лист страдает от окна. Ну, я поставила палочку, чтобы не касалась листовая пластина окошка. В общем, вот такая вот красота у нас сегодня с вами. Ну, уже красотой не назовешь, но все равно еще остатки роскоши. Всем обнимаю, всем всего самого наилучшего, но любуюсь этим велетнем просто невероятный. А представляете, его поставить рядом с ним, поставить так пустое окно, поубирать эту всю мелюзгу, поставить юкидан белый такой, чтобы взрослый, и вот такой вот сезам, и вот сделать такую величественную такую вот подборку великанов. Обалдеть! 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 Вот моя рука и... Ну, многие растят такие листья фаленопсисы. Им только дай волю, дай им горшок побольше, дай им больше света, влаги.
Фу-ху-ху, будут велетни. Все, друзья мои. Всем пока-пока. Обнимашки. До встречи в комментариях.